Флаг, смотрите, развивается. Всем привет! Я в городе Ужице вышел из железнодорожного вокзала и сразу вот такой пейзаж, вот такая картинка. Вижу, что город очень маленький, просматривается практически насквозь, вон сквозь дома, на горе дома. И я иду в центр города, вернее в его историческую часть. Немного истории расскажу вам. Первыми его жителями и окрестности были иллирийцы, населявшие эти места с 3 века до нашей эры. Здесь был раньше небольшой городок Капедунум, а позже пришли сюда римляне, и город Капедунум вошел в состав римской провинции Далмация. С 5 по 14 век здесь жили славянские племена, и тогда же в эту область пришли сербы из Белой Сербии. Я, честно говоря, был удивлен о том, что часть сегодняшней территории Восточной Германии называлась Белая Сербия, откуда и пришли сербы на Балканский полуостров. Этот, кстати, факт был описан византийским императором Константином VII в X веке. А первое упоминание Ужице было в 1329 году. В XIV веке для защиты города была построена крепость. Позже вам я ее покажу и расскажу ее историю. Сама крепость находится где-то вот там, за горами. В 1463 году Ужице завоевывают турки. На улице сегодня шикарная погода. 1 декабря, градусов, наверное, плюс 18. Вот такой городок. Но это только начало. Пойдемте в центр уже. Кстати, пока сюда ехал, где-то после Валева, прям начались горы, туннели. Я уже в центре. Фонтан стоит, все воду пьют. Впереди это администрация города. И по правую руку это малый парк. Очень большое движение для такого маленького города. Он сквозь дома. Сквозь дома можно посмотреть, как он просматривается, город весь. После освобождения Сербии от турков Ужице становится центром районов и уездов, где проживало множество купцов и ремесленников. А вот это здание, здание школы. А вообще первая начальная школа, ну и гимназия в городе начали работать в 1839 году. Школу начали строить в 1938 и за год ее построили. Парк небольшой. От слова совсем, прям маленький. А в 1841 году, кстати, здесь появилась почта, ну и открылась. Больница открылась в 1853, а читальня в 1856 году. Там еще один парк небольшой. Телефон здесь начал работать в 1904 году, а летом 1912 Ужице соединились с Белградом по железной дороге. Кстати, я по ней приехал сюда. Ехал я сюда 3,5 часа. Стоимость билета у меня составила
780 динар. Ну, почти 800. Потом, что хотел еще рассказать вам. Вот это тоже есть такой небольшой парк центральный. Ну, это практически это все центр и есть. Вот еще в 1946 году название города было изменено на Титово-Ужица в честь Иосипа Брос Тита, а старое название возвратили в 1992 году. Слушайте, а вот этот дом, по-моему, построили в 19 веке. Это одна из достопримечательностей города. Видите, у него такие деревянные колонны. А принадлежал он раньше купеческой семье Йокановичей. Сейчас это музей. И по факту, ну, по вот этому дому архитектуры можно понять, как раньше выглядел город. Вот их домов было много. Вот такой он интересный. Давайте туда поднимемся, посмотрим. А, ну вот, видите, написано «Народный музей Ужица». Но, к сожалению, он закрыт. Вот так это все здесь выглядит. Решил подняться сюда повыше, показать вам. Вот такая улочка, кафешки. Город как бы на горе, видите, находится. А вот там церковь, пойдемте к ней. Сейчас тоже про нее расскажу. Так, я посмотрел в Википедии, сколько жителей сейчас проживает здесь. Их где-то около 55 тысяч. Ну и сам город расположен на реке Джетинья, это вот, который я проходил. Вон, ребята тут тоже видео снимают. Что касается современного города, то сегодня он является крупнейшим центром металлургической и машиностроительной промышленности. Ну и садоводство здесь тоже развито. В городе 11... Так, как мне дорогу перейти? В городе 11 начальных школ, 6 средних и 2 колледжа. Майор Коста Тодорович. Вот эту церковь хотел вам показать. Пройду на площадь к ней поближе. Посмотрите, здесь крест установлен. 1900 год. Ужица. Александр I. А вот и гимназию можно посмотреть с этой стороны. А то я было и чуть ее не прошел. Сбоку показал вам с торца. Вот главный фасад. Достаточно большое здание, трехэтажное, длинное. Это у нас церковь Святого Георгия. Она была построена в период с 1840 по 1842 год. Вот эта маленькая площадь называется площадь Саввы. То есть кто будет в Ужице, вот он ориентир. Давайте посмотрим. В исторические места я всегда захожу. Я уже вошел в церковь. Напоминаю, 1842 год. Дата завершения строительства.
Где-то музыка играет на улице. Вот такая небольшая церквушка. А туда, наверное, к звоннице, к колокольне вход. Надо как-нибудь напроситься наверх, поснимать там. Но здесь никого нет, даже некого спросить. Вот отсюда, оказывается, музыка доносится. Это музыкальная школа. Хочу сегодня вам еще показать электростанцию. И в конце уже заберемся на крепость наверх. Как всегда, будет интересная история. Так, ну пройду я через город и посмотрим на него, чем он живет и как он выглядит. Возвращаюсь я, получается, в Малый парк. Впереди администрация города. И пройду я насквозь его. И пойдем по центральной улице. Город начали понемногу украшать. Смотрите, вон развешивают гирлянды. А в центре Малого парка уже поставили такую елочку. Она тоже небольшая. Ну, вечером, наверное, будет смотреться интересно. По факту, старая часть города, она не очень большая. Тут всего лишь несколько домов, исторических зданий. Ну и в основном это все-таки такие вот уже более современные, 20 век дома. Даже есть многоэтажные дома, видите? На той стороне в конце вот это белое здание, это здание автовокзала. Давайте улочку еще в ту сторону покажу вам. Там он тоже город заканчивается, уже все, гора идет. Ну а мы пойдем сейчас вот по этой улице туда дальше. Все, перешел я дорогу, по правую сторону администрация. И я иду в конец города. Вот такая архитектура. У меня сложилось впечатление, что все-таки Воеводина и Белград, ну центр там, регион, более такой богатый, что ли. Здесь победнее все-таки. Если я не прав, кто-то из местных будет смотреть, поправьте. Но это мое ощущение. И город прям, народу очень много. Много автомобилей, людей. Может потому, что он очень маленький, как бы получается, что вокруг горы он сконцентрирован. Ну, большая концентрация на 1 квадратный метр. Но людей очень много. Так, там еще какая-то площадь. А, это площадь Партизан, по-моему, называется. Да, здесь кафешки. Солнышко выходит. Надеюсь, сейчас мы заберемся с вами на гору, на крепость. И там будет солнечно. Посмотрите, какое здание. Интересное. В первый раз такое вижу. Там уже тоже, видите, на горе окраина города. Вот такая площадь. Поднялся выше на площадь. Позади меня это Народная библиотека, про которую я рассказывал. Была основана в 1856. Это, насколько я понял, музей. А вон там в углу, посмотрите, вот на следующем здании солнечные часы. Город как на ладони, весь просматривается. Ну, конечно, на ладони у нас он будет с горы. Я смотрел фотографии, которые делают люди с крепости. Вид там, конечно, сумасшедший.
Скоро мы тоже с вами все это увидим. А так, в принципе, обычный городок. Но мне необычно видеть, что очень много народа. Так, по-моему, мне надо свернуть налево, на ту сторону уйти. Хочу еще сегодня зайти в Пекару. Вот, надо, кстати, вон Пекару вижу на той стороне. Надо зайти, взять с собой какую-нибудь вкусняшку. Ну и, возможно, еще плесковицу потом возьму, попробую, как она здесь на вкус. Вот, надо, думаю, до той улицы дойти до конца. Потом уже вернуться, если что, на речку. Все, я захожу в Пекару сейчас. Ура. Так, что взять? Даже не знаю, что взять. Возьму вон туда на косичку. Мне вообще надо было свернуть налево на мост, я хочу дойти до конца. Посмотрим. И вам все покажу тоже. Взял себе полетейницу такую, 60 динар стоит. Заодно перекушу. Ну, а на обратном пути, может, когда буду с крепости спускаться, куплю плесковицу. Я все не перестаю удивляться, сколько здесь транспорта, сколько людей ходит. Живой город. Думаю, вообще эту ветку можно даже, ну, в эту сторону ехать на пару дней. Едете в Ужице, здесь денек гуляете, возвращаетесь в Валево. По Валево гуляете, и можно возвращаться в Белград. Вон уже горы видно. Так, солнце вылезло. Дорога вот туда тоже вверх идет. По левую руку от меня школа. Ребятишки вышибалы играют. С такой толпой там непонятно в кого. Хотя легче будет сбить. Интересно, это целый класс такой? Или это два класса? Потому что их очень много. Это, кстати, тоже старая школа. Она была открыта в 1880 каком-то году. Не помню точно. 84-й, по-моему. Прогулялись мы с вами немного по городу. Там, оказывается, тоже был впереди мост. Но мне пришлось немножко вернуться. А видите, вон наверху уже крепость. Флаг там развивается. Но мы ее оставим на закуску. Сначала электростанция. Интересный городок. Я бы, наверное, да, рекомендовал бы его посетить. Но свое окончательное решение или мнение я скажу после крепости. Ребят, почти дошел до электростанции. Ну и крепость, соответственно, вот тоже вы видите. Но чтобы подняться к крепости, мне нужно будет опять вернуться назад, пройти через этот мост и подняться, короче, опять вверх. Ну ничего страшного, я с удовольствием прогуляюсь до нее. И впереди уже виднеется электростанция. Здесь, посмотрите, речка прям такая мелкая. Но вот там, я так понимаю, что это что-то вроде шлюзов. Вот где мост. А, ну и аквапарк, смотрите, какой-то, вот видите. Небольшой, но есть. Вот такая речушка. А, там тоже мост есть. Все, через мост перейду, значит, просто... А, ну все равно придется возвращаться. Ладно, сам с собой разговариваю.
Посмотрите, как крепость смотрится. Это вот есть Джетинское ущелье. О, историю давайте про электростанцию. К концу 19 века Ужец начал развиваться как промышленный город. Он был первым городом в Сербии, где электростанция была построена по принципам Теслы. Эта электростанция на реке Джетинje была построена в 1900 году. И она является одним из символов этого города. Что интересно, через 5 лет точно такая же электростанция была построена на реке Ниагара в Америке. Ну и здесь же находится Джетинское ущелье, заповедник. Смотрю, прям очень много местных жителей здесь гуляет. Видно, что это местные и не туристы. Ох-то, там вот люди еще наверх поднимаются. Сейчас я тоже заберусь. Река, наверное, поднимается, судя по уровню. Ну, по бортикам я имею в виду. То поднимается она. Вот так выглядит электростанция. Ну, конечно, ее надо снять с той стороны. Потому что с этой стороны мы особо ее не увидим. Будет только вот эта стена и мост. А весь вид открывается на нее с той стороны. Ух ты, лифт раньше был, видите? Ну, вернее, он сейчас есть, но, наверное, не работает. И Тесла вот изображен. Так, здесь рассказывается история этой электростанции. О, посмотрите, даже на русском языке есть. Давайте я вот так приближу. Поставьте на паузу и прочитайте все это дело. Ну, основную часть я вам уже рассказал. Здесь уже такое более подробное. Вот бы туда попасть. Посмотрите, как скалы свисают прям. Жалко, конечно, что закрыто. Я бы с удовольствием там походил. Крепость. Крепость манит. Нравятся мне такие путешествия, когда совмещается и город, и вот что-то лес, там, горы, крепости. Посмотрите, солнце прямо на город вышло солнечными лучами, освещает его. И он реально очень маленький, прям небольшой. И вид на электростанцию. Ох ты, я сейчас туда дальше пройду. С той стороны тоже я сниму. И наверх заберемся еще. Я прям в восторге от таких мест. Мне очень нравится в таких местах бывать. Давайте с этой стороны покажу вам. И на мост сейчас заберемся. Хочу прогуляться сначала по ущелью туда дальше. И вернусь и поднимусь на мост. Шум реки. Наверху дорога, автомобильная трасса. И она уходит в скалу, по-моему. Я говорю, я пока сюда ехал, ну, после Валева, наверное, не меньше 50 было туннелей. Ну, вот здесь прям горная речка. И отвесные скалы вот с крепости. Здесь довольно-таки прохладно. Посмотрите, камни мокрые, скалы. Вода сочится. Шум горной реки. Давайте вниз спущусь.
Молодцы, хорошо сделали прогулочную зону. И в конце столик и скамейки. И сама река, получается, изгибает вот эту скалу. И на скале, видите, это тоже крепость. А вот там расщелина какая-то. Ох, туда бы залезть. А, ну вот туннель, видите, наверху. Что, ребят, забираемся сейчас на мост и иду тогда я к крепости. Поднимаюсь на мост. Короче, я в восторге. Ребят, я уже советую посетить Ужица. Хоть я еще наверху не был. Но уже советую. Потому что я думаю, поднимусь когда наверх, это будет вообще бомба. Ох ты, туннель какой-то. О, так может я сразу сюда и в крепость попаду. Смотрите, туннель был в 1923 году построен. Так, давайте сначала мост. А, вид сверху. Место красивое. У меня от таких мест реально мурашки по телу. Не сказать, что я прям уж такой впечатлительный, но однозначно здесь что-то есть. Говорю, у меня не во всех местах такое ощущение. Вот такая скальная порода. Вот получается электростанция, старый город. В старый город мы поднимемся наверху. И эта дорога идет в Ста-парк. Великий парк. Так что приезжайте. Здесь надо приезжать, наверное, на пару дней. Ну, давайте там посмотрим, что в конце. Добрый. Воздух очень теплый. Говорю, сегодня плюс 20, да точно. Я уже запарился весь. Жалко, на электростанцию попасть нельзя. Я так понимаю, что она закрыта и не работает совсем. Вид на город. Но это еще такое. Не очень отсюда видно его. На самом верху будет совершенно все по-другому. Ну что, отправляемся на крепость. Сейчас еще туннель. В туннеле поснимаю, посмотрим, что там. Конечно, она неприступна. Как ее взять-то? Смотрите, со всех сторон скалы, ущелья.
В общем, узнал, этот туннель, оказывается, как бы туда, к электростанции дальше идет. Я уж обрадовался, думал, здесь могу пройти, подняться на крепость. Нет. Но, тем не менее, я дойду до конца и посмотрю, что там. Потому что никакой информации про этот туннель я даже не нашел. Так что, ребят, записывайте маршруты. Да, и, кстати, всю геолокацию, где я хожу, бываю, я оставляю в описании к ролику. Для того, чтобы было проще найти. Потому что, когда сам планирую маршруты, не всегда они совпадают. Не всегда они совпадают. Это все. Так что я сам ножками, так сказать, все исследую. Такой большой туннель. Длинный. Но люди туда идут, значит, там что-то интересное. Я так понимаю, что я сейчас прошел насквозь, прохожу эту скалу, и с левой стороны огибает река, и, наверное, к речке выйду опять. Вышел из туннеля. Получается, да, речка огибает просто эту скалу. Сама крепость, видите, вот тоже. Вот на этой, получается, скале. Я знаю, что еще, по-моему, вот на той скале смотровая площадка. Но туда я не пойду, достаточно будет вот этой. Да, вот речка. И вторая пещера. Ну, я иду дальше. Мне однозначно туда надо. Потому что мне самому интересно, что там. А, вижу, вот сюда спускается дорога. Ну, я хочу в туннель зайти посмотреть, что там. Да, он тоже сквозной. Все, ребят, тогда захожу в туннель, выключаю камеру. Там уже включу, потому что здесь в туннеле темно. Граффити. Выхожу из туннеля. Читакова стена написано. О, а здесь что-то, получается, я за городом как бы. Там дальше продолжается туннель. Но мне уже интересно. Давайте с этой стороны покажу вам. Вот так это все выглядит. Получается, что это железнодорожный туннель. Раньше здесь поезда ходили. Речушка здесь уже поспокойней. И это все горы. Там автомобильная дорога. Это тоже от электростанции, но это уже такое более современное здание. Уже 20 век. А, ну и все, наверное. Сейчас я пройду и посмотрю, что там в конце. А вот этот мост, это железнодорожный. Видите, там железнодорожные рельсы стоят. А здесь, наверное, все уже как бы последний туннель и просто пешеходная зона. Дальше, наверное, мне туда уже не надо. Ну, я сейчас уже дойду до конца. Посмотрю, что там. Жалко, велосипеда нет. Я вот посмотрел, парнишка на велосипеде едет. Я бы туда, конечно, прокатился дальше. Да, получается, там дальше велодорожка. Вот видите, нарисован велосипед. Все, туда я уже не пойду. Возвращаюсь тогда в город и поднимаюсь на крепость. Ребят, не поверите, еще ежевика растет, цветет. Она, правда, уже переспелая. Нет, сладкая. Причем ее много. Ну, а я поднимаюсь наверх. Это такой своего рода частный сектор. Там река Джитинья. Я шел, то есть, с той стороны. И сейчас поднимаюсь опять назад к крепости. Город, видите, там вдалеке. Я все выше и выше. Представьте, здесь люди живут. Без машины здесь не знаю. Это прям очень. Смотрите, какой крутой подъем. Без машины здесь прям, не знаю, делать нечего, по-моему. Каждый день рекорды. Своего рода покорение крепости. Каждый день, если вот без машины ходить
куда там на работу, не знаю, в школу, если ребенок. Так, и мне, по-моему, вот сюда направо и опять наверх. Но все равно нравятся мне такие путешествия. Они прям меня заряжают. Я и так-то вроде не домосед, дома не люблю сидеть. Но путешествие это прям... Это круто. Так что, ребят, путешествуйте. Как кто-то говорил, подальше и подолгу. У меня вроде прямо пошла дорога. Тут там все надо будет подниматься наверх. А посмотрите тут какой подъем. Жесть. В общем, еще немножко. Минут 15 ходьбы, по-моему, осталось. Я уже полностью почти разделся, потому что жарко. Да, как люди здесь на горе живут. Ну, зато, наверное, свежий воздух, все продувается. Потому что ветер здесь прям гуляет. Там горы, автомобильная трасса. Так, и да. Вон, вижу, люди спускаются. Вот мне туда надо. Ребят, я уже почти поднялся, но не совсем. Вот вид на город, река. Вижу уже дорожный вокзал. Еще немного. Прям такой крутой подъем начался. Навстречу только попался один раз мужчина с сыном, наверное, и все. Больше никого не было. Ну вот уже и крепость виднеется. Ох, ребят, дошел почти. Еще чуть-чуть. Запыхался. Хорошо, вода еще с собой есть. Я прямо от таких прогулок заряжаюсь. На неделю точно. Интересно, открыто или нет. Будет обидно, если закрыто. Кстати, вот там в туннеле, вот та дорожка, где я ходил по туннелям. Видите, он получается сквозь гору вот эту и туда дальше. Вроде открыто. Видите, да, что с этой стороны она тоже как бы неприступная такая. Но тут хотя бы есть проход, земля. А здесь-то вообще обрыв, скала. Так, куда идем? Давайте сначала здесь посмотрим. Надо быть осторожным. Класс. Тут такая башенка маленькая. Посмотрите, там какой-то проход, что ли. Блин, давайте вот здесь покажу сначала вокруг. Это все горы, туннели. В скале вон вижу какое-то отверстие, не знаю, что там. Ничего себе, как высоко. Стены, видите, да? Здесь тоже была, видимо, стена дальше. Но это все разрушено. Это турки разрушили при отступлении, когда они покидали город. Расскажу, сейчас наверх поднимемся, там более подробную историю. Это я иду в Нижний город. Смотрите, лесенка была. И, видимо, туда дальше можно было подняться. Давайте сначала Нижний город исследую и пойдем наверх. Да. Толщина, смотрите, какая стен была.
Я вот всегда хожу, как бы историю читаю, готовлюсь. И в голове прокручиваю. Вот когда-то здесь ходили римляне, турки. Там в пещере Валева то же самое, да? Когда-то там жили древние животные. Также люди ходили разных веков. И теперь я там побывал. Ну, соответственно, вам показал все это дело. Вы вроде со мной тоже побывали. Скорее всего, многие из вас даже там бы никогда и не побывали. Так вот, уже подхожу. Красота. Ух, а там тоже, смотрите, стена. Значит, туда можно было спуститься, потому что вижу лестницу. Где-то можно спуститься. Еще ниже. Класс. Там гора еще выше. Это нечто, конечно. Вернулся назад и поднимаюсь наверх теперь. Давайте историю расскажу вам ее. Так, тут проход закрыт. Наверное, надо будет обойти с той стороны. Посмотрим на всякий случай. Да, здесь просто туннель. О, посмотрите, там туннель, проход. Ох, мы сейчас туда посмотрим. Да, стены, конечно, поражают. Такая громадина. В общем, эта крепость была построена во второй половине 14 века дворянами Ваислом и Альтаманом Войновичами в качестве главной резиденции. Ну и он строился как бы еще и для защиты Ужицы и караванного пути через долину Житинья до Адриатического моря. Окончательно крепость была заброшена в конце 1862 года, когда турки ее взорвали перед уходом из Сербии. Здесь небольшая смотровая. Давайте сначала здесь тогда посмотрим еще. И поднимусь еще выше, потому что есть куда подниматься. Надеюсь, там открыто. Вот такой вид с этой стороны. Башня, река. И вид на город. Как красиво. И внизу электростанция. Спустился, ребят, еще сюда, пониже. Здесь вот такие, как бы, комнаты, наверное, раньше были. И здесь туннель. По факту это подземный ход под крепостью. Конечно, было бы у меня специальное снаряжение, фонарик, я бы туда залез. Здесь тоже, наверное, да? Что-то вроде стен были. Промежуточные, как бы, наверное, тоже комнаты. Здесь тоже отверстие, какой-то проход. А, ну вот этот сквозной проход. Получается, мы под крепостью. Интересно здесь походить. Очень интересно.
поднимаюсь в верхний город. Ветер, конечно, здесь, да, ужасный. По-моему, в Аршатских горах на крепости и то было меньше ветра. А вообще археологические исследования и частичная реставрация крепости начиналась в 1973 году. Ну и продолжалась она до 1984. А самый известный эпизод в истории крепости произошел в XIV веке, когда она подверглась осаде. И Никола Альтоман вынужден был сдаться. Его ослепили, а все его земли были разделены между нападавшими. Добрый день. Это Слайджина, экскурсовод и гид. Вот мне она открыла дверцу, но здесь, правда, ничего такого нет, но тем не менее разрешила поснимать здесь. Здесь, видите, тоже. То есть казамат. Казамат. Есть. Тут было сложено вооружение. Оружие. Есть оружие, которое было потребно у самой крепости войницами, которые были тут. Ну, как пороховая башня, типа здесь оружие, патроны, да, вот снаряды. Оружие, патроны, свет. Да, все вот здесь хранилось. Это как раз мы с вами с той стороны, по-моему, смотрели через отверстие. Вот так здесь. Пит поставка на вооружение, кое користено у овом объекту. Понял. У будущее время. Я понял. А там что? Колодец? Колодец, 14 век, сербский сегмент. Когда Николай Алтаманович приехал на эту территорию из Херцеговины со 20 лет со своей армией, он овде основал две башни от двери и посмотреть торговические пути, где наплатить порез и стицать, как вы называете, стицовую мощь, или ты ну, чтобы не платить. Стоял я богат владар, моча владар на этой дороге. Для охраны путей, караванов. Есть караваны торговические. Ага, торговых. Тогда сербская армия, которая боровила у этой башни, она направить это в колодец. За прикрепление кишницы, киша. Дождь, да? Есть. Как техническая вода. Ага. Потому что они населяют наш город Ужице и основать наш город Ужице. Тогда у 14 века. Да. А я еще читал, что когда воду нельзя было набирать, они набирали через веревку, через Джетинское ущелье. У доба турки, как они были на этой крепости. Есть. Да. Когда они поседали этого укрепления. А, после. В другой половине 14 века. Понял. Так, теперь можно наверх, да? Туда? Есть. Понял. Спасибо. Спасибо. Это было укрепление 18 век. Излет проект из Вены, когда австро-венгры пришли, когда прогнали турки с его территории, они пришли на эту территорию, изградили такую крепость, как мы обновили 2019 года, как была у 18 веке, первая половина, 20 лет они боровили сюда. Ну, ее же турки взорвали, когда уходили отсюда. Ну, они повредили. Когда отошли у его державы, турки поново пришли на эту территорию. Да, а когда уходили, они считали, что взорвали ее. Когда сербская армия спалит, минирует это укрепление 1862 года, у время владавины князя Михаила Обреновича, они отошли прямо в Босни, тогда город Ужице и этот старый город был освобожден. Туда тоже можно, в башню? Можно. Да. Извините. Пойдемте в башню. Вот видите, еще нам и историю рассказали. 3 этажа. 3 этажа. Бойницы, третий
Осматрившица, panorama grada Užica se vidi, okolne doroge i rijeka Četinje. Я могу подняться, да? Все, пойдемте. 3 этажа. 3 этажа в нашем распоряжении. Оставил я куртку свою. Вот смотрите, бойница и вид на город. Пойдемте выше. А я уже иду, дверь смотрю, закрыта. Хорошо, что открыто. Вход, кстати, бесплатный. Билет дают, но вход бесплатный. Это 2-й этаж. Тоже 2-й этаж. Бойница где? Тоже вид на город. Посмотрите, какие толстые стены. А помните, ребят, видео про город Бач и Бачскую крепость? Я, кстати, ее частенько вспоминаю, но сейчас тоже не просто так. Давайте еще вид с этой стороны. Так вот, турецкий писатель-путешественник Эвлия Челеби в своих текстах описывал город и захват монастыря в городе Бач. И этот же писатель-путешественник в 1664 году был в Ужице и описывал крепость так. Это прекрасный город на берегу реки Джетине, лежащий на высокой скале. Он окружен стеной в форме четырехугольника. Его окружность составляет 3100 шагов. Вокруг 41 башня, а на валах 4000 зубцов. Городские стены имеют высоту 40 локтей, а так как со всех 4 сторон крутые, обрывистые скалы и пропасти, подобные адской пропасти, то ни с одной стороны нет рва. В той части города, где течет Джетине, архитектор построил большую и высокую башню, с которой длинные веревки спускаются вниз, и противник не может заметить, что из Джетини черпают воду. В городе всего 10 домов, а именно дом городского коменданта, дома жрецов, джихаджина и музыкального командира, затем небольшая мечеть, склад боеприпасов и склад продовольствия. Других построек нет. Крепость имеет тройные ворота, обращенные на север. Смотрите, какой вид. Это все смотровые окна. Так, давайте начнем отсюда тогда. Как флаг, смотрите, развивается. Виды сумасшедшие. Я часто употребляю это слово, но это реально. Виды просто сумасшедшие. Так, давайте еще на эту сторону и уже на город пойдем. Красота. Приезжайте, ребят, в город однозначно. Стоит он того, чтобы здесь прогуляться, подняться на крепость. Рекомендую. И вот он, город.
Как вам, ребят, сегодняшнее путешествие? Поделитесь в комментариях, подписывайтесь на канал. Также вы можете стать спонсором канала, либо поддержать канал разово. Все ссылки в описании. Все, ребят, всем пока!